Когда в городе пахнет корицей, ты знаешь, что кто-то только что умер. Автор Like I Did. Я живу в этом городе под названием Тетлтоу с самого рождения. Тогда здесь пахло мускатным орехом. Это довольно красивое место. У каждого, кто здесь живет, есть все, чего он только может пожелать. У каждой семьи есть большой дом с достаточным количеством комнат, чтобы при желании целые поколения могли жить вместе. Люди здесь сразу получают машину, хотя в ней нет никакой необходимости. Отсюда все равно никогда никто не уезжает, а город достаточно мал, чтобы по нему можно было разъезжать на велосипеде. Прогуляться по центру города можно и пешком. В нем куча маленьких магазинчиков и ресторанов. Каждое место — это буквально шедевр, которым управляют важные члены общества. Здесь есть цветочный магазин, где выращивают самые необычные растения с самыми яркими цветами. Есть магазин, где делают ботинки, которые заставляют вас захотеть начать танцевать и никогда не останавливаться. Здесь есть ювелирный магазин с бриллиантами, которых вы никогда раньше не видели. Однако самое важное место, которое делает наш город таким, какой он есть, это замечательная пекарня миссис Холли. Миссис Холли – пожилая женщина с румяными щеками, которая всегда носит фиолетовые платья. Она любит петь, выпекая самую вкусную выпечку, хлеб и печенье. Войдя в эту замечательную пекарню, вам больше никогда не захочется уйти. К сожалению, нам нельзя покупать что-либо из произведенного ни в пекарне, ни в других магазинах, потому что все товары идут на экспорт. В этом особом месте, которое мы называем Тетлтоу, происходит нечто особенно интересное. Знаете, каждый раз, когда в нашей маленькой больнице рождаются дети, в городе пахнет мускатным орехом, а когда кто-то умирает, пахнет корицей. Это происходит потому, что как только новость доходит до прекрасной миссис Холли, она начинает печь, чтобы все в городе почувствовали запах того, что у нас появился новый житель или кто-то ушел из жизни. Мы все к этому привыкли и не хотели бы, чтобы было по-другому. Запах города может многое рассказать вам о его истории. Париж пахнет маслом, Берлин – железом, а Неаполь пахнет базиликом. Ну, сама я никогда не бывала ни в одном из этих мест, так что не могу сказать вам наверняка, но именно так описал бы их мой дедушка. Ему нравилось объяснять мир своим обонянием. Мой дедушка был самым замечательным человеком, которого я знала, и одним из немногих людей, которым разрешалось время от времени покидать город. Он был экспортером. Я до сих пор помню тот день, когда он ушел. Корица никогда не пахла слаще. Тетлтоу — это особое место. Люди, которым выпала честь жить здесь, никогда не испытывают недостатка. Но, конечно, за эту легкую и спокойную жизнь приходится платить. Если вы живете здесь, вам нужно придерживаться наших правил. Их не так много, и следовать им не так уж и сложно. Вам просто нужно быть к ним готовым. Например, если вы хотите жить в Тетлтоу, вам нужно работать. Когда ребенок достигает определенного возраста, ему дают работу. Как я уже сказала, у нас есть много местных магазинов. Я знаю, это звучит немного странно. Мэрия города всегда говорит, что у нас есть все необходимое, а если мы хотим большего, то мы просто жадные и недостойны жить в этом маленьком раю. Я многого не понимала в наших идеалах. Вы работаете всю свою жизнь, но при этом вам нельзя ничего покупать. Мне это казалось странным, но мои родители с раннего возраста учили меня, что я должна следовать правилам. Теперь, когда я достаточно взрослая, чтобы работать, мне дали мою первую работу. Я думала, что мне придется работать на фабрике зубной пасты вместе с мамой и папой. Зубной пасты, от которой ваши зубы чернеют и болят. Но вместо этого я получила гораздо лучшую работу. Такой, о которой каждый ребенок в городе мог только мечтать. Я стала работать в пекарне миссис Холли. «О, Дебора, пожалуйста, входи!» Миссис Холли приветствовала меня теплой улыбкой. Было такое раннее утро, что небо все еще было черным, но я знала, что в свой первый рабочий день лучше не опаздывать. «Доброе утро, миссис Холли, и большое вам спасибо, что наняли меня. Мне было немного боязно от неизвестности моей будущей работы». Она сочувственно улыбнулась мне и махнула рукой, приглашая войти. Когда мы шли в заднюю часть пекарни, она протянула мне свой собственный фартук. «Обычно я работаю одна, но до меня дошли слухи, что они хотели назначить тебя поверяльщицей обуви, а я, конечно, не хотела бы, чтобы у тебя потом отваливались ноги». Я нахмурила брови. «Почему у меня должны отваливаться ноги?»
«О, дорогая, в мэрии слышали о каком-то городе где-то в Штатах, где люди танцуют даже когда не должны. Теперь они хотят наказать их, поэтому производство увеличили. Им нужны проверяльщики, чтобы узнать, работают ли новые ботинки соответствующим образом». «Понятно», — пробормотала я. «Все товары создавались для того, чтобы наказать кого-то. Не спрашивайте меня, почему. У городского правительства, похоже, есть очень четкие представления о том, как должен выглядеть мир. Ты знаешь, что твой дедушка был моим хорошим другом? Я всегда была неравнодушна к тебе, моя дорогая. Хорошо, что твои родители догадались завести только одного ребенка здесь. Некоторые люди...» Она замолчала и улыбнулась мне, как будто чуть не сказала что-то, чего не должна была говорить. «В любом случае, я только начала делать партию сникердудлей. Поможешь мне с ними?» «Кто умер?» — выпалила я. «Ты ведь знаешь Дротлов, да? Ну, их старший сын влюбился в Дженни Дженкинс. Очевидно, он пытался подарить ей кольцо. Бедный дурачок. Он знал, что произойдет, если они узнают». Чем дольше я работала в пекарне миссис Холли, тем больше начинала понимать, что на самом деле происходит в нашем городе. Фабрики и магазины создавали что-то ужасное. Все, кто был достаточно взрослым, знали об этом, но предпочли просто игнорировать это. По разным причинам. Жизнь здесь была действительно идеальной, пока вы работали и не брали ничего из запрещенных магазинов. Вам просто не о чем было больше волноваться. В городе и так достаточно магазинов, раздающих законные вещи бесплатно. Дом, машина, еда, напитки, развлечения и все остальное, что вы могли себе представить. Все, что давалось людям бесплатно, было способом заставить их жить счастливо и не начинать задавать вопросы. Так как в городе существовало еще одно правило – никогда не задавай вопросов. Что сделал мой дедушка? Я знаю, что мне нельзя спрашивать. Миссис Холли могла ударить меня, причинить мне боль, заставить их сжечь меня, но почему-то я не смогла удержаться, чтобы не выпалить эти слова. Я задавала себе этот вопрос каждый раз, когда чувствовала запах корицы. Кроме этого, мы с миссис Холли сблизились. Я чувствовала, что могу ей доверять. Когда я произнесла эти слова, ее глаза широко раскрылись от ужаса. «Дитя, ты сошла с ума? Разве ты не знаешь, что...» «Я не должна задавать вопросов, я знаю. Но ты же знаешь, что на днях они забрали Тимми, моего соседа. Он был таким добрым и милым человеком. Его отправили в крематорий, а он отказался. Поэтому они сами бросили его туда. Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, дело в том, что я становилась старше, или, может быть, пекарня заставляла меня чувствовать себя глупой и храброй. Тимми был не единственным, кого они забрали, но его потеря причинила мне много боли. Он был добрым мальчиком». Миссис Холли вздохнула. «Твой дедушка не выполнял свою работу. Он должен был ездить по миру и продавать, но вместо этого уничтожал товары. Он получал деньги разными способами, но Мэри обнаружила, что он обманывал их. Это все, что я скажу, и больше никогда ни о чем не спрашивай». Она взяла со своего стола деревянную скалку, и я увидела боль в ее глазах, когда она подняла ее и изо всех сил ударила меня по руке. Они, вероятно, слышали, о чем я спросила, и они бы узнали, если бы она не наказала меня за это. Я знала, что она не хотела причинять мне боль, но я сама была виновата в том, что задавала вопросы. Сломанная рука стоила той информации, которую она мне дала. Кроме того, мое наказание могло быть гораздо хуже. Я думала, что поняла Теттлтоу, но простые ответы никогда не могут удовлетворить сложные вопросы. Теперь я это понимаю. Долгое время я думала, что это из-за запаха. Мускатный орех делал вас счастливым, корица научила вас бояться. За исключением того, что я каждый день проводила в пекарне, окруженная запахами, и поэтому начала относиться к ним скептически. Я начинаю сомневаться и понимать. Мускатный орех никого не делает счастливым. Слишком большое его количество может даже стать ядом. Было время, когда я боялась миссис Холли и запаха корицы. Для меня он означал смерть. Теперь я понимаю, что миссис Холли не пытается напугать всех запахом, она пытается скрыть запах горящих трупов. Я даже не хочу представлять, сколько сникердудлей ей пришлось испечь после того, как они сожгли всех ее детей и мужа, когда те пытались уехать из города. Когда в городе пахнет мускатным орехом, воспринимайте это как предупреждение. Я живу в местечке под названием Теттлтоу, месте полном тайн, где смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом.
Все здесь находится в идеальной симметрии. Одна порция страха и одна порция счастья скормлены идеальному послушному гражданину. Все идеально сбалансировано, чтобы гарантировать, что местные жители будут выполнять свою работу на благо общества. Но на какое благо? Это то, что знают только члены городского комитета. Это тайна, но давайте будем честными. Здесь никто и не спрашивает. Дело не просто в том, что они боятся умереть. Конечно, никто не верит, что именно они будут наказаны. Невежество может творить чудеса. И до тех пор, пока страх не вытеснит счастье, нет необходимости что-либо менять. Как я уже сказала, жизнь может быть довольно идеальной. Хотя для этого и требуется некоторая дисциплина, ведь, будучи окруженным всеми возможными товарами, ты ничего не можешь купить. Честно говоря, запах чудесных творений миссис Холли, вероятно, больше всего заставлял меня сомневаться в наших обычаях. Как они могут принуждать меня быть окруженной самыми вкусными вещами в мире, но запрещать мне их попробовать? При одной мысли о них у меня начинают течь слюни. Иногда я даже мечтаю о ее шоколадных булочках, приготовленных из самого лучшего темного шоколада, который я когда-либо видела. Они пахнут как чистая удача. Я не могла перестать думать о лимонных батончиках, которые мы приготовили на днях, о том, как миссис Холли медленно намазывала цедру этих ярко-желтых лимонов на горячие сочные батончики. Лимоны растут на одном из многочисленных лимонных деревьев Тетлтоу. Большая часть фруктов экспортируется в некоторые близлежащие города, но некоторые из них отправляются в пекарню, чтобы потом стать сладкими угощениями. Здешние садовники должны быть очень талантливы. Цитрусовые плоды сияют даже ярче, чем цветы. Неудивительно, что миссис Холли надевала перчатки, когда готовила их. О, вы даже не представляете, какие кексы она делает. Я бы умерла за то, чтобы попробовать хотя бы один из ее чудесных товаров. Но я бы буквально умерла, если бы сделала это. Со сломанной рукой от меня было мало пользы для миссис Холли. В основном я просто приносила ей еще муки с полки или включала духовки. Работа стала ужасно скучной, но я продолжала приходить каждое утро до восхода солнца. Я надевала фартук и садилась на стул, ожидая, когда миссис Холли даст мне новое задание. Много раз мы просто болтали или пили чай. Я не могла поверить в свою удачу. Особенно после того, как я услышала, на какую работу были назначены некоторые дети из моей округи. Магнолия Марбл начала работать в магазине кукол. Заведением управляет пожилой джентльмен, который в одиночку создает каждую куклу, которая потом экспортируется детям по всему миру. Мне не очень нравится туда заходить, там пахнет хлоркой, а куклы, наверное, единственные товары, которые я никогда не хотела купить или даже держать в руках. Они самая жуткая вещь, которую я когда-либо видела, а я повидала немало странных вещей. Их сходство с настоящими детьми просто поразительно. Вам может быть интересно, что Магнолия должна делать в магазине, если кукольник — единственный, кто отвечает за производство. Ну, она должна ходить по городу и собирать предметы, чтобы сделать кукол как можно более реалистичными. Одна из ее обязанностей — собирать волосы или другие необходимые части тела. Это удача, если она найдет немного волос в парикмахерских. Ей всего лишь нужно подобрать их с пола. К сожалению, часто попадаются взрослые волосы, а они слишком густые или секущиеся для куклы. Поэтому ей часто приходится стучаться в двери разных семей, в основном многодетных. Как вы можете себе представить, родителям не часто это нравится. Но если она не раздобудет достаточно волос, кукольник рассердится на нее. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, по крайней мере у Магнолии никогда не возникнет соблазна взять что-то из товаров, которыми она окружена. Кукольник использует волосы, иногда зубы и даже ногти. Но только те, что выглядят достаточно приятно. А потом он превращает их в то, с чем, я надеюсь, вы никогда не столкнетесь в своей жизни. Если вы когда-нибудь видели куклу, от которой волосы у вас на затылке вставали дыбом, куклу, которая, казалось, излучала чистое зло, куклу, которая заставляла вас сомневаться в собственном здравомыслии, то она, скорее всего, была произведена в кукольном магазине Тетлтоу. Вы слышали новости? Миссис Мастер скоро родит ребенка. Он даже может родиться сегодня, сказала я миссис Холли, которая готовила какое-то тесто. В тот момент, когда эти слова слетели с моих губ, металлический венчик миссис Холли выскользнул из ее рук и громко ударился о пол пекарни.
Тесто расплескалось повсюду. Я быстро поднялась, чтобы взять венчик и прибраться. Миссис Холли не двигалась. Добрую минуту или две она просто продолжала смотреть вдаль. Она выглядела одновременно испуганной и сердитой. Потом я вспомнила, как она потеряла всех своих детей и почувствовала себя ужасно, упомянув, что кто-то другой вот-вот станет матерью. Это должно быть особенно болезненно для нее, и все же она должна быть той, кто наполнит город запахом мускатного ореха для новорожденного. Я могу только представить, какая это должно быть пытка. Размышляя об этом, я задавалась вопросом, как возникла эта традиция с мускатным орехом. Я знаю, что она пытается перебить запах смерти, когда печет что-то с корицей, но нет никаких причин перебивать запах новой жизни, верно? Это настоящий праздник. Может быть, это часть того рецепта, который делает людей счастливыми. Мускатный орех содержится во многих праздничных блюдах, так что, возможно, именно поэтому он всем нравится. «Простите», — пробормотала я, прибравшись. «О», — миссис Холли покачала головой, как будто приходя в себя. «Почему ты извиняешься, дитя?» — засмеялась она. «Это замечательные новости. Ребенок — это так мило». Ее слова были ласковыми, но то, как она говорила, звучало невероятно неискренне. Моя мама тоже сказала, что это замечательно. Она неоднократно говорила, что Мастерсы просто благословлены. Думаю, потому что у них и так уже дюжина детей. И они планируют завести еще больше. Некоторые люди просто не могут насытиться, не так ли? Мелодичным голосом произнесла миссис Холли. Ну, а я нет. Если честно, я вообще не думаю, что хочу иметь детей. Она улыбнулась мне с тем печальным выражением, которое было у нее, когда она сломала мне руку. «Ты знаешь, что это значит, Дебора? Нам нужно печь. Будь добра, сходи на рынок и купи нам мускатного ореха. Столько, сколько сможешь найти. Упомяни, что они необходимы для пекарни. Судя по внешнему виду миссис Мастерс, она, возможно, даже ждет двойню. Я подумывала о том, чтобы сделать несколько пряничных человечков. Здорово, да?» «Звучит неплохо, но сейчас не Рождество. Куда их отправят?» — спросила я. «Мы никуда их не отправим. Они для родителей», — ответила она. Я не была уверена, что могу спросить, но это действительно прозвучало очень странно. Я начала хмурить брови. Миссис Холли поймала мой взгляд и нервно рассмеялась. «Я знаю, о чем ты думаешь. Наша выпечка не предназначена для жителей Тетлтоу. Однако есть одно небольшое исключение. Новоиспеченные родители всегда получают много корзин полных подарков. Хороших, которые никто другой не может получить. В том числе они получают кое-что, сделанное мной». По пути на рынок я не стала снимать свой фартук. Все, что было на рынке, раздавалось бесплатно. Это были товары, которые нам разрешалось потреблять. Однако некоторые продукты были более редкими, чем другие, и миссис Холли подчеркнула, что ей нужно как можно больше мускатного ореха. Наличие фартука придало мне больше доверия. В конце концов, все знали и уважали пекарню миссис Холли. В тот день народу на рынке было особенно много. Горожане Тетлтоу уходили от прилавка к прилавку, наслаждаясь всеми новыми товарами, которые появились на полках. На рынке было все, от изысканных напитков до вкусной еды, игрушек для детей, одежды и всего остального, что вам может понадобиться. Но у меня была своя цель, поэтому я не стала останавливаться ни у одного другого прилавка. «Мускатный орех или корица?» — спросил парень, продающий специи, когда я подошла к его киоску. Я думаю, он заметил мой фартук. «Мускатный орех!» — воскликнула я. «Слава богу!» Он вздохнул и рассмеялся. «У меня закончилась корица, а в последнее время люди немного плохо себя вели». Он подмигнул мне и протянул маленький бумажный пакетик с мускатным орехом. «Я не думаю, что этого будет достаточно», — сказала я. «Этого более чем достаточно, девочка. Слишком много мускатного ореха может одурманить, и если съесть слишком много, тогда миссис Холли скоро понадобится еще корицы», — шутливо сказал он. Я пожала плечами. Миссис Холли сказала, что мне нужно как можно больше. Очевидно, у них будут близнецы. Продавец специй недоверчиво покачал головой, собирая весь мускатный орех, который у него был. Миссис Холли пекла весь день. Она прекратила производство любого мучного изделия. Только пряничные человечки поочередно появлялись из духовки.
Вентиляционная система распространяла аромат по всему Тетлтоу. В тот же день миссис Мастерс родила. Миссис Холли была права, у нее были близнецы. Она упаковала пряники в большую красивую корзину и попросила меня отнести их Мастерсам. По дороге к их дому я встретила Магнолию, и она попросила меня пойти с ней. Ей нужны были волосы. «Мастерсы обычно позволяют мне брать столько, сколько я хочу. Так мне еще больше жаль этих детей, но я должна делать свою работу, понимаешь?» — сказала Магнолия с беззаботным выражением лица. Работа в кукольном магазине закалила ее. Она была моим самым оптимистичным другом. «Почему тебе так жаль этих детей?» — спросила я. «Ну, я была у них дома пару раз, и мне всегда хотелось сразу же уйти оттуда. Они из тех людей, которые рожают детей для получения льгот». «Ты имеешь в виду подарки?» «Угу. Хотя я все понимаю. То, что они получают, намного лучше всего, что есть на рынке. Это способ заставить родителей рожать новых детей для Тетлтоу». Также она стала гораздо более скептичной. «Тш, Магнолия», — прошептала я. «Не втягивай нас в неприятности». «Да ладно, Дебби, это же общеизвестно. Никто на самом деле не хочет иметь здесь детей. Те, кто это делает, просто бессердечны или не знают лучшего». Когда отец семейства открыл дверь, я подумала, что Мастерсы принадлежали к той, первой группе. Его взгляд упал прямо на корзину, и он оттолкнул своего 5-летнего сына, который потянулся за пряничными человечками. Он отшутился и открыл дверь пошире, чтобы мы могли войти прямо внутрь. «Просто положи это на тот стол, дорогая. Магнолия, если тебе что-то нужно, у Джо в последнее время выпадает все больше зубов. Сегодня только волосы, мистер Мастерс. На данный момент у нас более чем достаточно зубов». Она бросила на меня полное отвращение взгляд и пошла наверх. Это заняло всего несколько дней. Первым был мистер Мастерс. Никто не говорил о его смерти, но я уверена, что это было болезненно. Вскоре после этого умерла миссис Мастерс. Хотя я не думаю, что их дети были слишком опечалены этим. Судя по тому, что я увидела в их доме в тот день, эти дети уже давно не видели настоящего счастья. Не с такими жадными родителями, как у них. Я не уверена, подозревает ли кто-нибудь миссис Холли и ее выпечку. Я даже не уверена, знает ли Мэри об этом, или, может быть, они знают, но им все равно. Мастерсы уже родили достаточно детей, которые тоже родят детей, все увеличивая население. Однако это заставило меня увидеть миссис Холли в новом свете. Эта милая старушка все время удивляла меня, но в то же время она по-прежнему самая загадочная женщина, которую я знаю. Я задавалась вопросом, сделала ли она это назло. Вы могли бы подумать, что она сделала это потому, что потеряла всех своих детей, в то время как у этих людей было их много. Но я знаю миссис Холли, это было бы не в ее стиле. Она знает, что привязана к этому городу и справляется с этим по-своему. Но это лишь мое мнение, я бы никогда не осмелилась спросить ее напрямую. Они говорят нам, что есть счастье и страх, и ничего между ними. В Тетлтоу смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом. Но теперь я знаю, что иногда ароматы смешиваются. Глава нашего города жаждет запаха смерти. От запаха корицы на улицах не продохнуть. Крематории работают день и ночь. Что грядет? Бунт? Или прибытие мэра? Я живу в местечке под названием Тетлтоу, где смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом. А все благодаря чудесной пекарне миссис Холли, где я каждый день тружусь в окружении самых восхитительных ароматов в мире. Должна признать, что ненавижу запах корицы. До такой степени, что даже случайно уловив его, чувствую, как подкатывает тошнота. К сожалению, в последнее время количество смертей в городе просто зашкаливает, поэтому в пекарне скапливаются горы синнабонов, булочек с корицей и бананового хлеба. Нам уже почти негде работать. Экспортеры их не забирают, и я гадаю, что же мы будем делать со всей этой выпечкой. Миссис Холли молчит, а я не знаю, как и спросить. К счастью, иногда нам удается разбавить корицу ванилью, шоколадом или клубникой, но эти запахи только для нас с миссис Холли. Мы не хотим заронить в умы горожан никаких странных идей. «Дебора, займись глазурью для синнабонов. По какой-то неведомой причине это его любимые», — пробормотала миссис Холли. «Его? Мистера В?»
воскликнула я. Возбуждение и страх одновременно захватили меня. «Он требует выпечку с корицей?» Миссис Холли молча кивнула. «Мистер В. — глава нашего города. Он не живет в Таттлтоу, но контролирует здесь все. Его можно было бы назвать нашим мэром, но он скорее бизнесмен, финансирующий множество подобных проектов, поселков и городов. Больше, чем вы можете себе представить. Вот уже несколько дней город готовится к его появлению. Трепет и возбуждение искрятся в воздухе. Большую статую мистера В. на рыночной площади вычистили и отполировали до блеска. Маляры трудились день и ночь, приводя в презентабельный вид потрёпанные дома. Владельцы специальных магазинов обновляли витрины, выставляя самые изощренные уникальные товары. Это было молчаливое соревнование, в котором каждый старался переплюнуть соседа и произвести впечатление на мистера В. Самым впечатляющим зрелищем для меня был пока что цветочный магазин, владелец которого воссоздал настоящие джунгли. Кукольник соорудил колесо обозрения и карусель, на которых катались его жуткие куклы. Сапожник построил театральные подмостки, где под светом настоящих прожекторов его новая коллекция получила звездный час. Если честно, выглядело это немного нелепо, но этот человек был буквально одержим своей обувью. Мы с миссис Холли только и делали, что выпекали все новые и новые творения, экспериментируя со вкусами. Я думала, что она печет по приказу комитета. Они всегда стараются впечатлить мистера В. Но услышать, что он сам попросил сладости со вкусом корицы, было как минимум странно. Я уже говорила раньше, но еще раз напомню, что в Таттлтоу у корицы есть только одно конкретное назначение – маскировать запах трупов. Я полагала, что сладости потом просто развезут по всей стране, но тот факт, что мистер В. сам планирует именно сладиться… Может быть, тут есть что-то еще? Если он будет их есть, значит, выпечка не так уж опасна. Пока мы трудились на кухне, миссис Холли хранила молчание. Мы успели сблизиться за время моей работы здесь. В каком-то смысле наши отношения напоминали досуг бабушки и внучки. Но сегодня все было иначе. Она была холодной и отстраненной, а я боялась действовать ей на нервы. В такой обстановке неосторожные вопросы могут стоить мне больше, чем просто нескольких синяков. Никто не мог сказать точно, почему в последнее время так сильно возросла смертность. Кто-то говорил, что все эти люди покончили с собой. Другие, что они задавали неправильные вопросы или отказывались работать. К сожалению, в нашем городе выгорание имеет буквальный смысл. Но в мою голову закралась еще одна мысль. Что если все эти смерти связаны с предстоящим прибытием мистера В? «Дебора, завтра тебе будет оказана великая честь. Постарайся красиво одеться». Миссис Холли вырвала меня из невеселых мыслей. Мистер В. попросил нового пекаря принести ему образцы наших товаров. Я открыла было рот, но не смогла произнести ни слова. Никогда раньше я не встречала мистера В., и хотя здесь люди ему поклонялись, чувствовала неотвратимую опасность. Кроме этого, именно он руководил комитетом, а эти ублюдки сожгли моего деда. Просто потому, что он пытался помочь людям. Миссис Холли сочувственно улыбнулась мне. «Все будет хорошо», — прошептала она. На следующий день я забрала из пекарни большую корзину с выпечкой и отправилась в офисный центр Таттлтоу на встречу с мистером В. В центре города царила праздничная атмосфера. Украшения выглядели даже лучше, чем вчера, а рабочие торопливо расставляли столы и скамьи для предстоящего пивного фестиваля. Еще одна традиция, предназначенная для поднятия морального духа горожан, и способ на время перебить запах корицы. Глубоко вздохнув, я направилась прямо к зданию. Один из сотрудников впустил меня внутрь. Я последовала за ним наверх, прямо в офис мистера В. Его было сложно не заметить. Мистер В. ничуть не изменился со своего последнего визита. Небрежно одетый, но излучавший ощущение твердой силы. В глубине комнаты сидел еще один человек. Я никогда не видела его раньше, но он не выглядел ни как житель Таттлтоу, ни как сотрудник мистера В. Молодой человек с встрепанными темными волосами и синяками под глазом и на руках, в черной дырявой рубашке и джинсах со странными пятнами. «О, не обращай на него внимания. Мой старый друг решил навестить меня». Мистер В. поднялся со стула, тепло мне улыбнувшись. «Ты, должно быть, Дебора. Деллер». Он раскинул руки, готовый принять корзину с выпечкой. Я кивнула.
Прекрасно, просто прекрасно. Мистер В втянул носом воздух, наслаждаясь запахом. Разве ты не любишь запах корицы? Что может быть лучше? Он перевел взгляд зеленых глаз с корзины на меня. Я предпочитаю шоколад. Мистер В рассмеялся. Как и твой дедушка. Дебора, пожалуйста, присаживайся. Он указал мне на стул около своего стола. Я судорожно сглотнула. Как мог он так вот, походя, упомянуть дедушку? О, я знаю, о чем ты думаешь. И знаю, что не осмеливаешься спросить. Но, к твоему сведению, я очень ценил твоего деда. Мне всегда импонировало, что у него есть на все свое мнение. Таких людей не так уж много, знаешь ли, вздохнул он. Это комитет решил, что он должен покинуть нас. Клянусь, эти люди в основном абсолютно бесполезны, но кто-то должен делать и эту работу, верно? Наверное. Итак, я понимаю рвение миссис Холли и ценю разнообразие, но на самом деле синнабонов было бы более чем достаточно. Когда вернешься в пекарню, скажи ей, чтобы приготовили побольше, так, чтобы на завтрашнем фестивале хватило каждому. Договорились? Ты не поверишь, как хорошо сочетаются корица и пиво. Казалось, что он видит меня насквозь. Я странно себя чувствовала. Немного неловко, но в то же время странно комфортно в его присутствии. «Горожанам нельзя есть выпечку», — ответила я. «Конечно можно. Что такого плохого в синнабонах? Ну, кроме того, что они пахнут прямо-таки райски. Или адски. Это зависит от точки зрения». Мистер В лукаво приподнял бровь. Я не знала, что на это ответить. И почему я вообще здесь? Не похоже, чтобы он собирался пробовать что-либо из образцов. Только с наслаждением нюхал. Мистер В снова улыбнулся. «Ты умная девочка, и, полагаю, работа с миссис Холли открыла тебе много нового об этом городе. Так что, думаю, я могу быть честен с тобой. Синнабоны понадобятся мне для небольшого эксперимента». «Чтобы вы смогли посмотреть, отважатся ли люди нарушить правила, чтобы добавить работы крематорию?» — выпалила я. Сердце бешено колотилось в груди, но по какой-то причине я больше не могла держать рот на замке. Но мистер В не разозлился, он просто покачал головой. «Чтобы я смог увидеть их приоритеты. Корица в этом городе означает смерть, так что я хочу посмотреть, сколько горожан не откажут себе в удовольствии побаловаться синнабонами. Тем не менее, с выпечкой все в порядке. Если хочешь, можешь попробовать прямо сейчас». Я отрицательно покачала головой. «Хорошо. А теперь давай поговорим об истинной причине, по которой я позвал тебя». Я удивленно посмотрела на него, хотя догадывалась, что он не просто хотел, чтобы я принесла выпечку. В конце концов, он мог послать любого. «У меня есть для тебя предложение. Вроде стажировки. Ты можешь начать с того, что позаботишься о моем друге». Я оглянулась на человека в странной одежде. Уже почти забыла о его присутствии. «Привет», — сказала я через плечо. Он помахал мне с беззаботным выражением лица. «Он в городе новичок, так что я хотел бы, чтобы ты показала ему окрестности. Может, достала ему новую одежду, отвела на стрижку. И приведи его завтра с собой на фестиваль. Ему пришлось слишком много времени просидеть в 4 стенах». Мистер В рассмеялся, довольный своей шуткой. «Вы хотите, чтобы я стала вашей помощницей?» «Скорее, в более широком смысле. Дебора, как бы ты отнеслась к тому, чтобы оставить эту старую бесперспективную пекарню позади и стать вместо этого членом городского комитета?» Я ничего не сказала. Мы оба знали, каким будет мой ответ. Не думаю, что у меня было право отказаться. Мы просто маленькие люди в беспощадном обществе. Личный бунт и дорога на костер — вот все, что нам доступно. Я живу в городке под названием Таттлтоу, где смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом. Но сегодня в воздухе витает густой аромат хмеля и солода, ведь наступил день традиционного пивного фестиваля, и глава нашего города кое-что припас для жителей. На улице высыпали толпы людей. Последние приготовления завершены. На рыночной площади длинными рядами протянулись столы и скамьи. Вокруг вьются дети, играя и смеясь.
Горожане усердно работали неделями, чтобы все выглядело идеально. Только на один день по углам площади встали тележки с пивными бочками. Всего 7 штук, и в каждой разные сорта традиционного напитка. Лагер, пилснер и крафтовая. По соседству с тележками 7 киосков с едой. От сытного жаркого с мясом и картофелем до конфет и соленых кренделей. Все это богатство привезли заранее, и ни один товар, конечно, не был произведен в Таттлтоу. Я обожала пивной фестиваль. Горожане периодически собирались вместе, но этот день был самым радостным после больших праздников. Я бы даже сказала, что пивной фестиваль – это второй мой любимый праздник. Но сейчас у веселья появился привкус гнили. Я больше не та наивная девочка, что в прошлом году. Я сильно повзрослела, пока трудилась в месте, распространяющем запах смерти. А скоро мне предстоит заступить на работу в городской комитет, стать частью кучки несчастных, сжигающих дотла каждого, кто не подчиняется правилам Таттлтоу. Но сначала я должна была показать, что достойна оказанной чести, позаботившись о чужаке, появившемся в городе. Такое случается нечасто, так что нас провожали любопытными взглядами все, кому не лень. Никто не осмеливался спросить, кто он такой и откуда пришел. Кое-кто понял, что чужак появился неспроста, что глава города, мистер В, привез его с собой. И это все, что им нужно было знать. Возможно, он здесь не по своей воле. Возможно, чтобы быть принесенным в жертву, только вот кому, никто не знал. Ты даже не спрашиваешь, почему я так выгляжу? Неужели вы здесь к такому привыкли? Конечно, мне было интересно, что с ним стало. Изорванная одежда, лицо в крови и синяках. Я пожала плечами. Ты же не спросил, почему у меня сломанная рука? Ну, у меня есть несколько вариантов. Ты покалечилась при чрезвычайном происшествии на производстве, хотя я знаю, что ты работаешь в пекарне, а там люди не так уж часто ломают руки. Может быть, ты просто упала во время игры или занятий каким-нибудь спортом, но я сомневаюсь, что у тебя так уж много свободного времени для этого. Так что, я думаю, ты свои раны получила так же, как и я свои. Я остановилась и потянула парня к обочине подальше от любопытных ушей. Хотя какой смысл? Все, что мы говорим, скорее всего, записывается. «Значит, это с тобой сделал не мистер В?» – прошептала я. Он рассмеялся. «Не своими руками. Он просто не потрудился рассказать мне о ваших странных правилах. Должен признаться, что часть про не задавать вопросы дается мне с трудом. Нет ничего важнее, чем подвергать сомнению все и вся. Человек должен мыслить критически, но похоже, что вам здесь запрещают думать своей головой». Я никак не могла понять, неужели этот разговор просто уловка, чтобы проверить мою лояльность? Способ вынудить меня плохо отозваться о Таттлтоу? «Ты завтра уезжаешь вместе с мистером В?» Он снова расхохотался, но на этот раз в его смехе прозвучала горечь. «Нет. Не думаю, что я покину город в ближайшее время». Я кивнула. Тон его голоса сказал мне все, что было нужно. Он здесь пленник. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом, и спросила напрямик. «Почему он выбрал именно тебя?» Парень повернулся ко мне. Он выглядел очень спокойным. «Можешь больше не бояться задавать вопросы. До определенного предела. Он выбрал тебя, потому что считает, что ты умнее людей, руководящих комитетом сейчас. Они не причинят тебе вреда. Мистер В, как вы его называете, встретил меня в одном баре и предложил присоединиться к нему». Я скептически приподняла бровь. Как бы дружелюбно не вел себя мистер В, это не отменяло того, что он был ужасным человеком. «Мы с ним давно знакомы», — продолжал он. «Раньше мы не встречались лично, но я уже какое-то время веду его дела, и я очень хорошо знал одного из его помощников». «Помощников? Типа того, кем предстоит стать мне?» Он пожал плечами. «Думаю, нам обоим предстоит ими стать. Кстати, он протянул мне руку. Зови меня Джош». «Дебора». Мы подобрали Джошу кое-какую одежду на рынке и отправились к парикмахеру. Наш быт произвел на него огромное впечатление. Это было все равно, что наблюдать за ребенком в кондитерской. Он на все смотрел с широко открытыми, блестящими от возбуждения глазами, пораженный тем, на какую маленькую страну чудес наткнулся. Ну или, точнее, его в нее втолкнули. «Давай зайдем в какой-нибудь магазин. Я бы с удовольствием пообщался с кукольником. Он, кажется,
таким потрясающе чудаковатым? Нет, я почти кричала. Тебе и об этом правиле не рассказали? Жителям нельзя трогать товары в магазинах. Они все предназначены только для экспорта. Эти куклы сделаны из человеческих зубов и волос, и они легко задушат тебя во сне, если не уделять им достаточно внимания. «Ух ты!» – прошептал он. «Значит, все в этих магазинах так или иначе проклято? Все товары – это наказание», – я пожала плечами. Я слышала, что один из экспортеров пристрастился к лимонаду из местных цитрусов, который развозил по стране. С тех пор он потерял себя и стал просто пустой оболочкой человека. Ладно, погоди. Знаешь, что меня больше всего удивляет? Конечно, вы тут делаете демонические штуки, но сами ведь ими не пользуетесь. Вы носите обычную одежду, едите обычную еду. Никакой магии. Так почему же вы так слепо подчиняетесь? Почему продолжаете производить товары, которые убивают других людей, если знаете, чем все кончится? Он был в полном восторге, анализируя нашу жизнь. На мой вкус, даже слишком в восторге. Но будем честными, вопросы он задавал правильные. Люди, пытающиеся бежать, умирают ужасной смертью. Остальные предпочитают тихо жить в своей маленькой стране чудес, наконец сказала я. Воздух снова наполнился запахом корицы. Меня тошнило весь день, но, по крайней мере, сегодня этот запах не был связан с новыми смертями, насколько я знала. Он назвал это экспериментом, но что планировалось проверить, я пока не могла понять. Миссис Холли выглядела до крайности возмущенной и одновременно потрясенной, когда я рассказала ей об этом. Она еще ни разу не готовила для горожан выпечку с корицей на празднике. Мы обе могли сказать, что это абсолютно нездорово. Целую неделю мы маскировали корицей вонь крематориев. Каждый божий день в печь отправлялась новая жертва. И теперь в первый день без смертей он хочет, чтобы город снова пропитался этим запахом. Миссис Холли кипела от злости. Я никогда раньше ее не видела такой. Казалось, она разом потеряла все свое самообладание. Тем не менее, она подчинилась и всю ночь выпекала синнабоны. Я не могла ей помочь, потому что вынуждена была заботиться о чужаке. И хотя я доверяла миссис Холли, но где-то внутри все-таки боялась, что она наполнит выпечку не только корицей, но и смертельным количеством мускатного яда. Хотя, может быть, это было бы и лишнее. Никто не знал, к чему может привести поедание корицы. Мистеру В. ничего не стоило солгать. Солнце клонилось к закату. Мы с Джошем наконец направились на рыночную площадь. Здания были украшены гирляндами пурпурных цветов. На столах раскинули разноцветные огоньки, освещающие мягким волшебным сиянием лица сидящих. Крутились колесо обозрения и карусель, полноразмерные копии миниатюр с витриной кукольного магазина. Магазины уже закрылись, но свет внутри горел, демонстрируя чудесное разнообразие товаров в витринах, над которыми владельцы трудились несколько недель. Горожане уже почти все собрались. Большинство заняли места за длинными столами. Перед ними равномерно распределенные по всей площади стояли огромные корзины, доверху наполненные булочками с корицей. Но никто не осмеливался притронуться к угощению. Во главе всего на сцене стоял еще один небольшой столик. В центре него восседал мистер В., а по бокам от него пустовали 2 места – для меня и Джоша. Остальные члены комитета расселись у других столов с блокнотами и ручками в руках. «Синнабоны убьют их всех», – прошептала я. «Не думаю. Это было бы слишком просто», – ответил Джош. Мы неохотно поднялись на сцену. Мистер В. говорил речь. Люди одобрительно кричали ему и аплодировали. Когда он объявил, что любой может есть булочки с корицей, что это не будет нарушением правил и не приведет их в крематорий, на площадь обрушилась жуткая тишина. Мистер В. громко рассмеялся. «О, друзья мои, не страшитесь следовать за своими желаниями. Я знаю, что многие из вас жаждут корицы, и сегодня вечером я хочу удовлетворить эту вашу потребность. Ешьте, пейте, наслаждайтесь, и никаких последствий». Люди недолго сопротивлялись. Вскоре они забыли обо всем и начали пиршество смерти. Большинство жадно набивали свои рты выпечкой, до которой могли дотянуться, и только жалкая горстка людей сидели, не прикасаясь ни к чему.
За одним из столов я заметила своих родителей, поедающих синнабоны с улыбками во все лицо. Я подскочила. Сердце начало колотиться как бешеное. Я была готова броситься туда и выбить проклятую выпечку из их рук. Если был хоть какой-то шанс, что булочки отравлены, я не могла позволить им вот так умереть, но мистер В. удержал меня на месте. «Ты убиваешь их!» — крикнула я ему в лицо со слезами на глазах. Он добродушно улыбнулся и покачал головой. «Тебе повезло, что твои родители так охотно поедают запретный плод. Те, кто к нему не притронулся, вот кто удостоился нашего пристального внимания. Вы выбираете будущих жертв, склонных к неповиновению?» «Вот что пишут эти люди», — пробормотал Джош. От вида счастливых, беззаботных лиц моих родителей и других горожан, пожирающих синнабоны, тошнота у меня подкатила к горлу. Я упала обратно на свое место. «У наших людей выработан условный рефлекс, моя дорогая. Они прекрасно знают, как пахнет смерть. А сегодня они показали нам, что наслаждаются этим ароматом. В моем родном городе производят проклятые товары. Я экспортирую их по всему миру. Я получил новую работу в лучшем городе на свете и безумно счастлив, ведь больше не должен день за днем пропитываться запахом горящей плоти. Но я несу проклятие в мир и буду проклят в ответ. Я родился в городе, затерянном в густых лесах. Золотые столбы ограды вокруг него безмерно высоки и сверкают ярче солнца, а за забором самые сильные духом люди производят ценнейшие причудливые товары. Таттлтоу – самый красивый город в мире, но я никому не пожелал бы в нем оказаться. Члены городского комитета пристально следят за тем, чтобы все шло хорошо и гладко. Нам говорят, что забор поставлен только для того, чтобы защитить нас от внешних угроз, что если кто-нибудь даже пересечет границу, то им все равно не удастся выбраться из города. Нарушители будут пойманы и отправлены в крематорий. Внешний мир такой темный и холодный. Твое место здесь, среди друзей и семьи. Нет лучшей альтернативы, поверь. Так они говорят, и большинство людей предпочитают им верить. Они платят своей жизнью за полностью устроенный быт, надежно спрятанный за забором. Они счастливы так жить. Но не нужно думать о горожанах так плохо. Забор стоит не только, чтобы защитить нас от темного и злого внешнего мира. Он заодно защищает весь этот мир от встречи с людьми из Таттлтоу и внезапной смерти, прячущейся за каждым углом, каждым кафе и каждом магазинчике. Все в нашем городе трудятся. Нет ни одного человека, взрослого и живого, без работы. У некоторых место лучше, чем у других, но тут все решает случай. Я много лет работал в крематории, и вы даже представить не сможете, что я видел. А потом в один счастливый день открылась одна вакансия. Для бывшего рабочего это ничем хорошим не закончилось. Он прожарился до хрустящей корочки в одной из печей. Но я не мог поверить своему везению. Я стал экспортером потрясающих чудес Таттлтоу. Выполняя свою последнюю работу в крематории, я услышал о нашем городе такое, чего предпочел бы никогда не знать. Здесь никто не произнесет и лишнего слова, но перед смертью люди становятся особенно откровенны. Комитет не одобряет тягу людей задавать вопросы, но если уж вы вынуждены выходить за ворота, кто сможет заставить вас держать уши и глаза закрытыми? Все, что они могут сделать, это убедиться, что вы держите эти крамольные знания при себе, и у них это чертовски хорошо выходит. Мальчик, ты мог бы последовать моему примеру, потому что то, что ты собираешься принести в большой мир, запятнает твою душу навеки. Это были последние слова предыдущего экспортера. Мистер Деллер был уже стариком, когда его отстранили. Он всегда чуть отличался от других горожан. Он потерял жену еще в молодости, у них был всего один ребенок – сын, а у того единственная дочь. Это необычное положение дел в нашем городе. Много детей дают тебе много почета. Честно, мне было все равно, что там станет с моей душой. Главное, я мог наконец уйти от вездесущего запаха горящих трупов. Всей корицы мира не хватит, чтобы перебить его, если вы торчите прямо у источника. Прежде чем в первый раз покинуть Таттлтоу на грузовичке, полном товаров, я напоследок прогулялся по городу, просто чтобы посмотреть, что же такое я повезу в мир, и поболтать с теми, кто это производит. Я начал с периферии.
Зеленый спокойный район, весь отведенный под сады для лучших фруктов и овощей. Главное, что здесь выращивают – цитрусовые. Насколько хватает глаз, в бескрайних садах растут лимоны и лаймы. Я подошел к одному из деревьев и встал на цыпочки, чтобы понюхать свежий лимон на ветке. «Эй, парень, и какого черта ты делаешь?» Садовник появился прямо рядом со мной, сверля меня гневным взглядом. «Я ничего не трогаю», – воскликнул я. «Вот зачем пытаться понюхать то, что тебе никогда не достанется? Поверь мне, парень, эти лимоны никуда не годятся. Тебе повезло, что ты их не пробовал, а лаймы еще хуже». «А почему они никуда не годятся? Выглядят потрясающе». «А потому что они от души полакомятся твоим разумом, отберут у тебя свободную волю». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты новый экспортер, так?» Я кивнул. «Слушай, парень, они хотят, чтобы я отправил дюжину ведер с лимонами в соседний город и дюжину ведер лаймов в другой. Когда доберешься до места, просто оставь фрукты, ни с кем не разговаривай». И он вдруг исчез так же, как появился. Я отвез лимоны в город, где из них делали лимонад. Мне предложили стаканчик, но я вежливо отказался. В другом городе из лаймов делали конфеты. Я вряд ли смог бы от них отказаться, ведь они так чертовски хорошо пахли. Но пожилой джентльмен и не подумал мне предлагать. А когда я увидел пятна на его рубашке, подозрительно похожие на кровь, то решил, что это и к лучшему. Наверное, в этот момент я начал понимать, что люди, заказывающие товары из Таттлтоу, и сами не совсем нормальные. Хотя меня до глубины души поразило, насколько безумно счастливыми выглядели жители этих двух городов. Ни одного хмурого лица. Их широкие улыбки до сих пор преследуют меня по ночам. Я знаю, как выглядят пленники. Эти люди определенно жили в тех городах не по своей воле. Это все проклятие Таттлтоу, которое я принес им под яркой оболочкой цитрусовых. В целом, мой первый день в качестве экспортера прошел хорошо. Однако позже произошло кое-что, что заставило меня отчаянно захотеть бросить эту работу. Я предпочел бы вернуться в крематорий. В тот день я встретил сапожника. Больше всего в Таттлтоу меня привлекал обувной магазин. Еще с детства мне постоянно твердили родители, что внутрь заходить категорически нельзя, что, конечно, только усиливало мое любопытство. Но я был хорошим мальчиком и не перечил старшим, только любовался витринами снаружи. Сапожника звали Теодор Тосли. Обувной магазин Тосли был одним из старейших. Со стороны он всегда выглядел как самое роскошное место в городе. Огромная витрина обложена темно-синей плиткой. Каждую неделю краску обновляют, ведь старина Тосли не терпит ничего потрепанного и пыльного. В витрине красуются великолепные произведения, сделанные за всю его жизнь. Здесь можно найти что угодно, от хрустальных туфелек до кожаных сапогов. Каждая пара уникальна и идеальна. Вы буквально можете видеть, сколько труда в них вложено. Больше всего на свете я хотел бы иметь пару таких ботинок. Все в Таттлтоу таскают одни и те же унылые серые кеды. Тосли наложил вето на любую другую обувь, чтобы ничто не смело затмить его талант. Он, как вы могли догадаться, немного самовлюбленный и к тому же жестокий. Ведь его товары нам тоже трогать нельзя. Я впервые вошел в магазин с ярко блестящими от восторга глазами. Из красивого старинного проигрывателя лилась классическая музыка, добавляя мрачную, давящую атмосферу магазину. Я не мог заставить себя оторвать взгляд от великолепных товаров, внезапно оказавшихся так близко. Тосли работал в задней комнате и тихонько напевал что-то себе под нос в такт музыке. «Мистер Тосли, могу я забрать заказ?» Вполголоса крикнул я вглубь магазина. Он громко картинно выдохнул, чтобы до меня точно дошло, насколько беспардонно я прерываю его творческий процесс. «Я почти закончил», — хмыкнул он. «Они попросили меня сделать пару десятков пар ботинок. Я что, выгляжу как идиот, массово производящий всякое дерьмо?» — гаркнул он. Я отрицательно помотал головой. «Нет, конечно нет. Я же чертов художник!» Он встал со стула и бросил взгляд на мои ноги. «Знаешь, раз уж ты все равно уезжаешь из города, может, примеришь приличную обувь? Никто не узнает. У меня есть для тебя идеальная пара». Я судорожно сглотнул. Передо мной стояли самые прекрасные сапоги, которые мистер Тосли когда-либо делал. «Я не имею права трогать местные товары, сэр. Они предназначены только для экспорта».
Это потому, что ты чертов слабак. Ты что, всегда делаешь то, что тебе говорят? Я не знал, как ответить на такой вопрос. Это наша жизнь. Мы все так делаем. Это вопрос выживания. В конце концов он махнул мне рукой на коробки с обувью, и я отправился их грузить. На этот раз пункт назначения оказался намного дальше. Я ехал почти целый день, чтобы добраться до места. В том городе был красочный фестиваль. На него пригласили много гостей. В качестве подарка посетителям город заказал пары танцевальных туфель ручной работы. Милый, роскошный подарок. Меня пригласили присоединиться к гуляниям, и на секунду у меня возникло яростное желание надеть те самые сапоги, которые Тосли в последний момент добавил к заказу. Почти попался. Я не снял свои унылые серые кеды и держался чуть в стороне. Я не знал, имею ли право находиться здесь среди людей, заказывающих наши товары, но так хотел увидеть празднество. В Таттлтоу бывают свои фестивали, но мы никогда не танцуем. Заиграла веселая музыка, и танцевальный комитет начал раздавать обувь. Все смеялись, радость витала в воздухе. Я совершенно не хотел покидать это место, пока они не начали танцевать. Прошло всего несколько минут, и вот первый человек замертво упал на землю. Потом еще один и еще, как домино. Некоторые еще бились в судорогах, но они быстро кончились. Мне не забыть пустого взгляда этих мертвых, широко распахнутых глаз. Я прыгнул в машину, не оглянувшись. Это не чудесные товары. Это проклятие. Я доставлял проклятие. Вы, наверное, удивитесь, почему же я вернулся в Таттлтоу даже после всего увиденного. Я же знал, что меня снова заставят экспортировать еще больше проклятых товаров, и что, возможно, кто-то еще, кроме Тосли, попытается меня обмануть. Но я знал еще кое-что. В Таттлтоу остались люди, к которым я должен был вернуться. Моя семья и друзья. Они нуждались во мне. Я никогда не смогу уйти. Я никогда не смогу бросить работу. Городской комитет ожидал меня у ворот. Видимо, они понимали, что я буду не в восторге от последствий этой доставки. «Мы всегда пытались объяснить вам, насколько ужасен внешний мир, не так ли?» — сказали мне. Аргумент. Конечно, были еще аргументы, например, что они убьют всю мою семью, стоит мне хоть раз ослушаться. Но мне предложили кое-что, что могло бы облегчить мне тяготы работы. Привилегию, предоставляемую только самым преданным работникам. Теперь, доставляя лимоны в соседний город, я мог сделать один крошечный глоточек их лимонада. Только один глоточек. Но, скажу честно, это помогает мне больше ценить свою работу. Все кажется немного легче и проще.